Так, погнали. Погнали, включаем картинку. Всем привет на канале Гаджетоман. Меня зовут Михаил. Не удивляйтесь вот такому странному, странной такой картинке, странному экрану. Сейчас я объясню, в чем речь. Дело в том, что я вот как бы давно искал некий девайс, который позволит... Сейчас немножко камеру сюда. Позволит как-то объединить несколько видео с разных камер, да, в один видеопоток, который можно будет записать и после либо обработать, либо сразу уже готовый, смонтированный буквально на ходу, то есть быстро, без всяких там заморочек, несколько камер, да, и ты все это сразу клеишь и выдаешь в эфир. Это теряется много времени, когда начинается постобработка. Если все как бы готово до начала, то время не теряешь и все сразу выдаешь. Короче, приобрел такую штуку, которая называется Videomixer Blackmagic Design, фирма, называется модель ATEM Mini. Это целая линейка, там есть ATEM Mini, ATEM Mini Pro, еще какой-то там, я уже не помню. Но я смотрел именно с тех соображений, которые в первую очередь, извините, мне необходимы. Вот так сейчас я переключился на другую камеру. То есть у меня сейчас снимает камера Sony, которую вы видели, да? Вот она, Sony. Это видео с камеры GoPro, которая висит вот тут. Вот тут, да? Там же, кстати, на GoPro есть радиомикрофон Rode, микрофон и, приемник, да, передатчик висит тут же возле GoPro, возле меня. Но это не главное. Главное у нас что? Главное вот такая вот коробочка, которая, собственно, является самим микшером. Кнопок ужасно, вроде кажется много. Как разобраться? Я просто этим видео хочу показать основные моменты, что оно может. Это, наверное, уникальное видео. Обычно я как бы снимаю обзоры, а потом уже после того, как я это все сам перепробовал, вот я уже вставляю этот обзор, тестирование, да, в обзор. Но здесь получается, что сейчас я делаю обзор и тестирование, и не обзор. Ну, как бы главная цель показать, что эта штучка может, что эта коробочка может, да. Эта коробочка считается профессиональным оборудованием, но в то же время она компактная, занимает мало места, удобно, функционально и портативно. Итак, как вы уже заметили, наверное, что я не хитрым способом как-то это все быстро в онлайне. Замечу, что мы в онлайне сейчас. То есть это не запись. Это сейчас у нас вот запись, что у нас 17, 12, 11 января. Я в онлайне, да. Ну, вы, может быть, вы смотрите чуть позже, да. Вот. Я, честно говоря, тоже хочу посмотреть, как я выгляжу уже в записанной трансляции, потому что это первый опыт у меня работы с такой подобной техникой. Никогда не занимался видеомикшерами. Была у меня видеокарта, или как это называется, карта видеозахвата Avermedia, да, я сделал обзор не так давно, в конце, по-моему, прошлого года. Но она захватывает, то есть она позволяла писать на компьютер видео только с одной камеры. Мне это, естественно, не устраивало, мне нужно было писать с нескольких камер. То есть я взял куда-то в студию, либо репортаж какой-то, несколько камер, и оттуда пишет с минимум проводов, оно все пишет в один поток, сливает. Да, причем не просто камера, еще и микрофон. И вот, как я вам сказал, сейчас там у меня Rode стоит Wireless Go. Так, я надеюсь, что звук идет. Я ж... Еще и микрофон, и вот, как я вам сказал,
да, звук идет, но, по крайней мере, я вот оставил такая вот, это, извините, показываю, как она называется, всякая куча служебной информации, все это уберется со временем. Это чтобы просто я пока привык, и буквально первое включение, посмотреть, как... так, мне уже этот мониторинг тоже тяжело одновременно. По крайней мере, я вижу хоть аккумулятор камеры, сколько, чтобы она не выключилась. Она работает сейчас от аккумулятора, но может неожиданно выключиться, я даже не буду знать, что она выключит. Короче, еще раз я включусь на эту камеру. Вот эта штука позволяет монтировать на ходу видео с 4 источников. Для этого есть отдельные кнопки. Первый источник, второй, третий, четвертый. Кроме того, у меня еще, кстати, из девайсов вот здесь вот стоит PlayStation 5. Обзор я не делал, не знаю, нужно ли делать. По-моему, этих обзоров на YouTube выше крыши. Вот. Но, тем не менее, несколько стримов вы уже видели у меня на канале. Кто видел, пройдитесь. Там будет ссылочка внизу в комментариях под видео. И там будут ссылки на эти стримы. Либо просто плейлист, стримы мои, и там все есть. Вот. Сейчас я покажу просто, как, несмотря на то, что я там, конечно, брал этот микшер для записи, но основное его назначение это, конечно, стрим. Прямая трансляция прямо на YouTube. На компьютере у меня, конечно же, запущен OBS Studio. Здесь есть тоже своя накладочка, то есть здесь мы видим и основной поток, и плюс накладка с надписью вот этот прямой эфир. Это уже в OBS Studio. Было бы, конечно, идеально, если бы можно было несколько потоков, тех же 4 или 3 хотя бы, с видео свести все это в компьютере, но для этого надо для каждой камеры отдельная плата захвата, и плюс оно должно, это будет нагружать процессор очень сильно. Так, я дико извиняюсь, я сейчас приду, 2 секунды.
Дико извиняюсь. Блин, ну елки вашу моталки. Елки-палки, я до сих пор не привык. Звука нет. Еще раз рассказываю. Извините, о грехе прямого канала. Надеюсь, что сейчас есть звук. Извините. 4 канала видео на первом у меня сейчас. Эта камера, я могу переключиться ко второму входу. У меня подключен PlayStation, да. К третьему входу у меня, я нажимаю цифру 3, подключена камера GoPro, которая с низким зарядом аккумулятора, хотя я уже вроде подключил к пауэрбанку ее. Четвертый не задействован, и можно добавить еще сюда картинку, то есть статичное изображение. Но и это еще не все. Мы можем, во-первых, сделать картинка в картинке. То есть мы можем сделать вот так, картинка в картинке, даже я бы сказал лучше вот так, да? То есть когда мы играем в какую-то игру, здесь у нас изображение с камеры. Точно так же и здесь. Мы видим изображение с двух камер. Причем вот это изображение маленькая картинка в картинке мы можем менять по любому углу. Я еще, конечно, не разобрался, можно ли менять размер этой картинки, но мне кажется, что даже так это достаточно. Ну, плюс я еще раз повторюсь, что вот эти служебные цифры, это все временно, я просто для настройки включил. Также можно и, кстати, на статичной выбрать, где статичная картинка у нас, выбрать вот, например, видите, изображение идет с камеры. В данном случае с камеры Sony напротив. Кроме того, есть еще и переходы. Переходы между камерами выбираются, ну, например, сейчас стоит микс, так называемый, да? То есть, если у нас вот нажата третья, это у нас с камеры этой. Нажимаем кнопочку, например, вытеснение, и пошло, хоп, вот такое. Либо по вертикали, либо сдвиг, либо сдвиг, либо сжатие. То есть вот таким образом просто одной кнопочкой вы не просто между камерами, а еще как бы красиво добавляете переходы. Но на самом деле, конечно, никто этими не пользуется. Переходами обычно делают переключение вот быстрым нажатием, и оно быстро переключается между каналами, либо на это. То есть достаточно удобно и просто. Но и это еще не все. Это ж только видео. Мы можем то же самое делать со звуком. Эта панель кнопок отвечает именно за звук. Сейчас у меня включен звук, который пишется через камеру Sony. Туда подключен радиомикрофон. Кстати, я не знаю, идет задержка или нет. Кстати, что-то мне сейчас в голове мелькнуло. Если идет, напишите мне в чате, если сдвиг между изображением. Кроме того, мы сюда можем подмешать, например, звук с PlayStation. Или звук, например, с... Так, это я это самое... Это GoPro. Либо выключить основной звук, основной микрофон, и только с GoPro будет. Ну, тут паршивый звук, честно говоря, поэтому я его убираю. То есть мы можем либо выбирать звук, можем менять уровень этого звука, делать громче или тише. Миксовать его с другим источником, независимо видео, откуда у нас идет. Звук может быть абсолютно другой. Кроме того, этот девайс еще имеет сзади, вот здесь я не могу его поднять, имеет два микрофонных входа, с помощью которых мы можем тоже вот этими кнопочками выбирать, какой вход нас интересует, внешний микрофон, и уровень громкости. Что еще интересного, что
вот эта вот вся техника, это, так скажем, только надводная часть огромного айсберга, который вот таит в себе вот эта вот система Atom Mini. Потому что есть еще подводная часть, так называемое это программное обеспечение, которое взаимодействует с этим микшером на компьютере для Windows, для Mac, неважно. Те же самые действия, плюс еще 1000 всяких хитрых примочек мы можем сделать непосредственно на компьютере. При этом компьютер просто подключается к компьютеру через кабель с Type-C. Кроме того, здесь можно добавить еще и необходимые картинки. Ну, любые картинки. Например, сейчас какой-нибудь вот сюда добавим. И мы выводим в эфир вот такую вот заставочку. Вы видите, да? Это в эфире сейчас. Либо поменяем ее на вот такую, что больше соответствует. И, конечно, есть огромная панель настроек аудио. То есть тут и эквалайзер, и настройки громкости, уровня порог чувствительности и куча миллион всяких настроек. Последняя камера это для работы с камерой Blackmagic. Там уже можно еще более дополнительные функции, такие как цветовая коррекция, гамма каждой камеры индивидуально. Но да, в данном случае у меня не работает, потому что не камеры Blackmagic. И это огромная, кстати, еще платформа можно использовать макрокоманды. Например, вам нужно в определенное время, ну, то есть с какой-то периодичностью, да, либо просто по клику включить ту или иную камеру, что-то сделать, смиксовать со звуком с какой-то камеры, смиксовать, включить картинку в картинке. Все это можно сделать по программе. Просто создается макрокоманда, прописывается, и потом одним нажатием она сохраняется. Одним нажатием вы нажали, и у вас происходит какое-то действие по той команде, которую вы заранее прописали. Так, ну, идет вроде бы, да? Почему-то этот низкий уровень аккумулятора висит и не проходит. Я не могу его убрать, потому что во время трансляции дисплей... Сейчас я попробую его отключить. Включить заново, может быть, во время трансляции. А ну-ка. Да, ушло наконец. Просто во время трансляции я не могу пользоваться дисплеем GoPro и поменять все это дело на как нужно. Но я хочу сказать, что очень много всяких скрытых возможностей, ну, скрытых для меня, по крайней мере, потому что я это устройство, давайте вот так вот, а ну-ка, сейчас, момент, как мы сделаем, что-то я уже забыл, как делать картинку к картинке. Стоп. Так. О, есть. Смотрите, просто для меня, конечно, это девайс абсолютно новое устройство, и я раньше с видеообработкой такого вот плана не работал.
Но инструкция реально написана, я не знаю, на китайском каком, ну, вернее, она написана там даже на русском, да, все равно инструкцию скачиваешь и читаешь. Но написано так, что все эти фишки как-то, ну, то, что по кнопкам разобраться очень просто. Но есть хитрые подводные камни. Ну, мне реально пришлось вчера уже просить экспертов с других каналов YouTube, чтобы помогли и подсказали, потому что, ну, реально написано просто вот кнопка для чего нужна кнопка Steel, я не мог понять, написано, ну, для создания, кнопка Steel нужна для создания вот это вот, для создания неподвижного изображения. Как его создать? Непонятно, абсолютно. То есть в комплекте то, что идет с этим микшерским пультом, идет, ну, скачайте, где, куда смотреть, скачайте этот редактор DaVinci, welcome, такой буклетик, в котором, ну, хотите узнать, сейчас камера захватит, хотите узнать, почитать инструкцию, узнать больше об этом товаре, вот вам QR-код, а дальше вы знаете, что делать. Вот вся поддержка. Но, тем не менее, очень много всяких фишек. И я пытаюсь разобраться. Если вы уже таким пользуетесь, вот у вас есть какие-то наработки, было бы интересно пообщаться с вами, пишите в комментариях. Возможно, у вас уже есть какие-то вопросы, я уже немножко за пару дней тут поклацал и кое-что уже могу себе такое сотворить, так скажем, да, и сейчас я звук сюда, ой, сюда изображение. Уже есть маленький, но опыт. В принципе, разобраться несложно, но, по крайней мере, basic, основные какие-то функции уже видны, и они просто этими кнопками переключения очень все просто, да, если не влазить в дебри. Сразу скажу, что он поддерживает практически все форматы, то есть, но выходное разрешение не больше, чем Full HD. То есть, если вы видите, да, 1080, 25, это у меня снимает GoPro камера. Переключившись сюда, эта камера Sony, она снимает сейчас на 50 кадров в секунду, тоже Full HD. Этот микшер, он умеет не просто как бы под вас плясать и как-то смешивать, переходы делать и тому подобное. Он умеет реально обрабатывать каждый вход в видео и выдавая единый сигнал на выходе. То есть даже если вы подключите абсолютно разнородные видеоисточники, там в одном может быть прогрессивная развертка в видео, у другого черестрочная, то все равно в итоге пойдет единый сигнал. Несмотря на вот эту разность, и либо там может быть разное разрешение, но все равно пойдет единый сигнал. Причем эталоном в этом микшере будет являться первый видеовход. То есть он ориентируется по первому видеовходу. Несмотря на... То есть к первому входу у меня сейчас подключена как раз вот эта камера, которую вы видите на экране. Сейчас, секунду. Первая камера, которую вы видите на экране, она Full HD, 50 кадров в секунду. Но если я включу камеру, которая с вот GoPro сейчас, да, несмотря на то, что, конечно, она 50 не станет, но она интерполирует на выходе до, вот исходное изображение до 50. Если же вы подключите, конечно, приставку, которая имеет 4К, она примет 4К, но 4К не передаст, оно все равно его, так скажем, урежет и сделает Full HD. Так что, к сожалению, 4К здесь не прокатит. Но я вам даже скажу так, что работая с Full HD, эта штука достаточно серьезно нагревается, и потому что там очень большая идет обработка по каждому из каналов отдельно. И это только видео, есть еще звук. Было вчера, я включил, когда
как-то, я не знаю, там то ли у меня было большое разрешение, либо большое количество кадров в секунду, ну, то есть, либо большой поток, я не знаю чего. Вот, он дико, просто дико заурчал, зашумел, там встроенный вентилятор, который так просто не слышно, но видно под определенной нагрузкой, он, ну, просто дико начал шуметь. Кроме того, еще шумит компьютер. Поэтому вообще вот такая вот получилась ситуевина. Но главное, конечно, для чего нужно это устройство, это для прямых трансляций. Поэтому, ну, я могу вот обычный рабочий процесс, да, так скажем, стриминга вашего будете играть. Вы можете играть и накладывать, естественно, любое изображение с любой камеры, которая вот, в данном случае с HDMI входом у меня включена, вообще без всяких проблем. Причем вот этот Picture-in-Picture, для этого вам не надо ничего нового создавать в OBS программе, просто сделайте так обычную трансляцию. Никаких проблем. И в OBS выводите все это уже на YouTube, используя ключ потока и тому подобное. Вот. Ну и, естественно, во время вашей трансляции вы можете творить чудеса, если у вас одна-две камеры. То есть, либо добавлять какую-то музыку, какой-то звук. Все это достаточно просто. Ну, это я так, честно говоря, вот сделал прямую трансляцию, не обзором. Обычно как бы наоборот я делаю, да, там сначала обзор какой-то красивый. Но решил вот так вот сделать, попробовать вместе с вами пройтись. Все равно трансляция останется. И я буду их использовать, естественно, теперь этот в качестве основного инструмента. Даже если не буду делать трансляцию, то, по крайней мере, всегда интересно, вот как получается снять обзоры, когда снято несколькими камерами. Вы поставили одну с той стороны, другую с той, и при этом вы потом не берете флешки, там переткнули туда, все слили и сидите, потом собираете это все по крупицам. Когда вы можете одной кнопкой переключиться на другой источник, либо, да, то есть, либо как-то сделать какой-то красивый эффект. Ну, вот такого вот плана. Так что, еще раз повторюсь, девайс называется Blackmagic Design, это фирма, австралийская, кстати. Модель называется Atom Mini. Кстати, есть еще Mini Pro, отличается от этого тем, что Mini Pro умеет непосредственно подключаться выводить уже готовый поток на YouTube. Но стоит, конечно, не знаю, неоправданно, мне кажется, дорого для такой фичи. Вот, на этом все. Спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много-много гаджетов. Все-таки канал Гаджетоман. Вот. И если есть вопросы по вот такому девайсу, и это не обзор, это, ну, так скажем, это вскользь, да, то есть я не рассказывал ни о каких там конкретных примерах использования, просто вот включил камеры, мы с вами, считайте, что посидели, я вам так вот рассказал, не стараясь ни продать, ни, я знаю, какую-то выгоду с этого поиметь. Вот я, честно говоря, вот захотелось так вот именно в прямой трансляции. Ну, девайс же в основном для киношников, для тех, кто вот работает на телевидении. Что у меня уже горло сегодня. Это второй уже так вот пишу. Вторая запись. У меня уже горло начинает почему-то болеть.
Вот. Так что есть вопросы, подписывайте. Есть вопросы, пишите в комментариях. Обязательно отвечу. Вы знаете всегда, что на канале Гаджетоман неотвеченных вопросов нет. Можете посмотреть другие видео на этом канале и увидеть, что на все практически вопросы мы даем ответ. И всегда рады новым посетителям. На этом все. Всем пока. До новых встреч в онлайне и офлайне, но на канале Гаджетоман. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. Бай.